Спасибо вам за встречу, Владимир Владимирович, но вот по Чечне я с вами совершенно не согласна. И это неудивительно, потому что по профессии наш президент – иностранный агент. Разве это не так? И вот он погибает вместо меня. А как мне дальше жить? Мы защищаем наше законодательство и нашу Конституцию от наших властей. Он говорит Володину: слушай, она права, надо подумать. И он спрашивает: а вы нас что, совсем не боитесь? Кошмар. Я говорю: совсем не боюсь, надоели. В чем секрет? Никаких секретов. Nothing. Вау. Вы вообще-то в расстрельных списках организации «Русская воля». Кишка тонка. Скажи, Гордеевой, скажи. Так, а вы мне скинули, кто это? Здравствуйте. Здрасте. Ой. Все-таки май как-никак. Да, это правда. Спасибо. Почему-то Аня Седова не отвечает. Нам нужен волонтер, чтобы сейчас встретить человека, депортируемого из Франции. Хорошо, тогда какой алгоритм? Олегу звонить надо? Волонтера надо сначала найти, потому что это прямо сейчас нужно делать. Французский. Каким французским чеченцы депортируют? Какой французский? Ищу волонтера, который встретит депортируемого чеченца из Франции. А Только что должен вот сделать они- волонтер? Просто встретить и все? Просто встретить, понимать, что там происходит. Но, как правило, не пускают. К тому, кого депортируют? Да, к тому, кого депортируют. И почему-то у наших пограничников есть договоренность о том, что если депортируют чеченца, то его прямо передают правоохранительным органам, извините за выражение, правоохранительным Чечни. И человек попадает в тюрьму. Насколько людей уже от этого пострадало? Европа депортирует. А почему? Ну вот такой, так сказать, европейский менталитет. Я понимаю, что Европа переполнена. Хотя никакой катастрофы нет. Полна, да, много большие были потоки, и Сирия, и так далее. Ну что, вот проблема миграции, как и проблема питания, она не может быть решена один раз и навсегда. Ее постоянно надо решать. Сколько сейчас в России находится беженцев? Поскольку у них не принимают заявления, как правило, то ответить на этот вопрос невозможно. По нашим представлениям, несколько сотен тысяч. Несколько Да, сотен конечно, тысяч? конечно. А знаете, сколько у нас людей имеют статус беженца? Вот на последняя информация – 455 человек. То есть, подождите, 455 человек у нас официальных беженцев, Да. и несколько сотен тысяч... Вот. Я всегда рассказываю, что когда я говорю, и меня переводят на английский, я всегда скажу thousands. Обязательно скажет. Если переводчик в теме, да. в теме, он обязательно скажет 1000. Потому что... И это было бы нормально. Для такой страны, как Россия, 500 тысяч беженцев признанных, это было бы нормально. А у нас их не 1000, а всего persons. Какой вы выберете цвет? Мой любимый цвет зеленый. Он, к сожалению, сейчас не в тренде. А вы следите за трендами? Нет, я не слежу. Но просто, когда мне хочется что-то купить, если мне хочется, что бывает не очень часто. Сейчас очень трудно купить какую-то одежду зеленого цвета. Ее просто, по-моему, не делают. Ну, тогда специально для Кроме нас. защитной формы. Специально для вас у нас в тренде будет зеленый цвет. Замечательно, спасибо. А они кто? Они дети беженцев. И тоже сами Как беженцы. они все здесь оказались? Ну, они знают про нашу организацию, пришли. И что теперь помогаем. будет с ними? Ну, это зависит от конкретного случая. Это надо каждый случай отдельно рассматривать. Ну, ваша задача, чтобы они остались жить в России. Наша задача, чтобы все прошло по закону. Вы знаете, вообще мы защищаем наше законодательство и нашу Конституцию от наших властей. Вот это я понимаю Да, задача. вот потому что нету права на убежище, но есть право на обращение за убежищем. Это у нас в Конституции в 61 статье записано, если не ошибаюсь, 61. И написано в Европейской конвенции 14 статье. Это все написано. Все имеют право подать заявление на убежище.
А вот получить убежище – это уже вопрос второй. Его надо рассматривать, это ходатайство. А у нас, к сожалению, стараются не взять заявление изначально. И это вот очень большая проблема. Вот наша задача – сделать так, чтобы заявление было рассмотрено, а дальше поддержать это ходатайство в том случае, если мы считаем, что оно обосновано. Почему вы считаете, что получать гражданство Российской Федерации должно быть легко? Я не считаю, что должно быть легко. Я считаю, что закон должен быть разумным. Если там есть какие-то препоны, они должны быть логически обоснованы и понятны. Я не Почему говорю о я том, должна что быть заинтересована в том, чтобы в Российской Федерации появились новые граждане? Как говорится, нам и самим тут много чего не хватает. Да, вот эта логика довольно распространенная. Ну, во-первых, начнем с того, что весь мир уже конкурирует за миграцию, потому что это рабочая сила и омолаживание страны. У нас растет средний возраст существенно, да? И скоро стариков кормить нечем будет, некому. И это люди, которых мы хотим. Но если мы их хотим, мы их признаем. У нас есть программа добровольного переселения соотечественников. Есть комиссия, которая признает человека соотечественником или не признает. В этой комиссии, между прочим, существенно, какая у вас фамилия. Если у вас фамилия Асиришвили, и при этом единственный ваш язык, на котором вы говорите, это конкретный случай с нашим бывшим курьером Ларисой Асиришвили. Вот единственный язык, на котором она говорит, это русский. Она грузинского не знает. Но она не прошла на комиссии экзамен по русскому языку. Ну, она человек с 3-классным образованием, понимаете? Но это, так сказать, на гражданство-то не должно влиять. Она пошла сдавать русский язык. Ей написали, не понимает скрытых смыслов. Что там они спрашивали, я не знаю. Но я когда вот говорила с миграционщиками об этом, и с теми, кто экзамен принимает, я сказала, что я вам сейчас сформулирую простейшую математическую теорему, и никто из присутствующих не поймет скрытого смысла. А теперь немного про образование. Компания Apple каждый год проводит конкурс по программированию. Он называется Swift Student Challenge. В 2020-м он закончился с удивительным результатом. Победителю оказалось всего 12 лет. Джейкоб Прокаска из Гонконга написал код карточной игры, напоминающий Blackjack, в котором победителем оказывается игрок, первым набравший 20 очков. Еще в 3 классе Джейкоб умел программировать с помощью Swift Playgrounds, а специально для участия в конкурсе он взял несколько онлайн-уроков у преподавателя и научился работать на Xcode, с помощью которой можно создавать программное обеспечение для всех платформ Apple. Мне кажется, что онлайн-образование – это идеальный формат для лета, когда можно совмещать отдых с учебой и научиться чему-то новому. В SkySmart сделали специальную летнюю образовательную программу, где собрали интересные онлайн-курсы для детей от 4 лет. Несколько очень важных деталей. Все уроки SkySmart проходят онлайн, и можно заниматься из любого места, где есть интернет. Материал дается маленькими порциями и повторяется несколько раз для лучшего понимания. После каждого 8-го урока преподаватель онлайн встречается с родителями и обсуждает успехи ребенка. Все подробности учебы в SkySmart по ссылке в описании. А по промокоду Гордеева 2 дополнительных занятия в подарок при покупке курса от 8 уроков. Переходим по ссылке, выбираем подходящий курс, записываемся и с удовольствием учимся летом. А как, скажите, вот вас все это соединяет? С одной стороны, вы иностранный агент, а с другой стороны, вы участвуете в правительственной комиссии по вопросам миграции. Я уже не участвую. Меня уже оттуда выперли благополучно. И там вообще не осталось никого из гражданского общества. Как это сочетает? Вот сейчас я вам покажу еще у нас, что сочетается. Смотрите. Вот у нас есть такая книга. Так. Вот. Она издана уже в 2015 году, когда мы были иностранными агентами. Это вообще оценка нашего института убежища. Как в России организован институт убежища. Угу. Обычно такую оценку делает Управление Верховного комиссара ООН по странам. Ну, например, в Украине делала. Но для этого власти страны должны на это согласиться. Наши не согласились. Но если у ВКБ ООН нужно их согласие, то нам нет. Поэтому мы выпустили свой доклад. И этот доклад, значит, на скольких там, 300, по-моему, страницах, да, 340 страниц, доказывает, что у нас нет института убежища. Институт убежища у нас фактически не действует.
Теперь на какие деньги издан этот доклад? Вот посмотрите, вы говорите про иностранные агенты, да? Вот. Издание осуществлено на средства президентского гранта. Вот. Доклад подготовлен Комитетом гражданское содействие, и 20 апреля 2015 года Министерство юстиции внесло гражданское содействие в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов. То есть президентский грант получен иностранным агентом. Как такое может быть? Вот, когда мне задают вопрос, как такое может быть, я говорю, нам же недаром говорят, что это не обидное прозвище. Да? И это неудивительно, потому что по профессии наш президент иностранный агент. Разве это не так? Ну, разве это не так? Так. Исходная профессия. Мы сейчас с вами лет на 15 наговорим. Ну что же. Подождите, разве он не был агентом в Германии? Я думаю, что он как-то по-другому это называл. Ну, резидент, я не знаю, как это называется. Но, во всяком случае, совершенно ясно, что он был агентом Советского Союза в чужой стране. То есть для него это не обидно. А вы встречались с президентом же? Конечно, много раз. Какое на вас впечатление произвел? Вы знаете, первый раз он произвел впечатление большое. Тем, что, когда мы его видели, вот это был 2002 год, 10 декабря 2002 года, День прав человека. И это был первый мой, так сказать, выход в свет как члена тогда еще комиссии по правам человека. Нас пригласила Элла Александровна целую группу. Панфилова. Да, Панфилова. И мы должны были выступать перед ним. И первое выступление было мое, потому что только что приняли два закона. Закон о правом положении иностранных граждан и закон о гражданстве в новой редакции. И этот закон о гражданстве был такой, что гражданство не мог получить никто. Вот и после такого лояльного совершенно закона 91 года вдруг бац, вообще такие ограничения, что ничего нельзя сделать. А я его привыкла видеть по телевидению, какого-то такого маленького еще тогда, да, такого с растерянным взглядом несколько. Для меня неожиданностью было, что он живо реагирует, что он отвечает, откликается на то, что ты говоришь. Откликнулся он довольно интересно. Он сказал, да вы знаете, мне самому не нравился этот закон, когда его подписывал. Я про себя подумала, ничего себе. Это основной закон, который регулирует отношения гражданина и государства, и президенту страны не нравится, когда он его подписывает, и он его подписывает. Зачем же ты его подписываешь-то? Ну и чем дело кончилось? Дело кончилось очень хорошо, на мой взгляд, но относительно. Кончилось тем, что по результатам было дано поручение составить комиссию по внесению поправок. И благодаря этим поправкам, особенно одной из них, которая, к сожалению, действовала всего несколько лет, 2 миллиона человек получило гражданство. Я думаю, что это был хороший результат встречи с Путиным. Кроме того, нам Элла Александровна поставила такое условие, что никто не говорит о Чечне. Ну, в 2002 год трудно не говорить о Чечне, и заговорил сам Путин. Вот. И сказал, что, что Чечня? Вот первой войной это еще можно было как-то возлагать, так сказать, ответственность на государство и как-то его осуждать за это. А это вторая война, вот ее начали Басаев с этим своим рейдом на Дагестан и так далее, и так далее. Ну, а нам договорились молчать, мы же люди честные, договорились молчать, молчим. Но когда он проходил и пожимал всем руки, значит, сначала была процедура такая. Он проходил, пожимал всем руки, здоровался, и мы ему там вручали то, что мы хотели ему вручить. И потом начиналось заседание, в конце он снова всем пожимал руки. Когда вот это был второй круг пожатия, рукопожатия, я ему сказала, спасибо вам за встречу, Владимир Владимирович, но вот по Чечне я с вами совершенно не согласна. Почему? Я говорю, мы с вами как-то расстаемся сейчас, долго говорить. Я к вам вернусь. И он вернулся. Так. И мы 20 минут стояли друг напротив друга, и он слушал то, что я говорю, что-то отвечал, потом сказал, вы правы. Да что ж Я такое пойду, скажу военным. Но так и не сказал. Так что пойду, скажу военным. Как это удивительная история. Это было в первое впечатление. И я после этого ушла, и про Чечню поговорили, и про гражданство поговорили, и на все он реагировал.
И вот это вот ощущение, да он живой человек, оно осталось как большое удивление. Он выглядел совсем не так безлично абсолютно и блекло, как по телевидению. Ну, вот это было первое впечатление. Ну, а дальнейшее еще раз 6, наверное. Мы с ним встречались, даже когда я уже ушла из Совета по правам человека. Я поняла, что тут есть некоторая игра, и, видимо, есть некоторая профессиональная игра, потому что их там этому учат. Вот, потому что все, что дальше говорилось ему, все совершенно не исполнялось. Вот этот знаменитый закон о резиновых квартирах, я успела ему об этом сказать. Я ему сказала: Владимир Владимирович, вот сейчас в Думе уже принято, в первом чтении принят вот такой-то закон, который вот в народе называют о резиновых квартирах. Ну, вы поймите, для чего люди покупают регистрацию, там, где они не живут? Тут два фактора. Первый фактор – это то, что люди, у которых они живут, не хотят регистрировать, потому что боятся. И второе – это то, что без регистрации нельзя дальше продвигаться к легализации. Ну так уберите это требование регистрации для легализации получения российского гражданства. Вместо того, чтобы принимать репрессивные меры, сделайте фиктивную регистрацию бессмысленной. Ну куда как проще, правда? Для чего? Он говорит Володину: слушай, она права, надо подумать. Я еще немножко нагрубила, говорю: светлые мысли. Подумать. Ну, не подумали. Закон так и вышел. И вот сейчас эта глупость продолжается. Ну как вот такая мелочь, как то, что ты не можешь найти хозяина, который тебя зарегистрирует постоянно, по причинам, о которых я говорила, да? Как это может влиять на такую серьезную вещь, как получение гражданства Российской Федерации? Абсурдная совершенно вещь. Почему, по-вашему, каждая цивилизованная страна должна иметь внутри себя институт убежища? Я бы сказала так. Первое – это развитие человеческого общества, которое, видимо, идет к тому, чтобы осознать эту необходимость. Когда появились первые идеи об этом? После Первой мировой войны. После Первой мировой войны появилась Нансеновская комиссия. И после революции, кстати говоря. И первые беженцы – это были наши русские, которых мы теперь считаем цветом нашей интеллигенции и философской мысли. Они обратились за убежищем. Молодежь получала образование, в Праге в том числе. Европа их принимала. И Нансен, известный вам, конечно, исследователь полярный, да, вот он это, так сказать, донес до представителей власти, потому что нужно было принять такое решение. И тогда появилась эта Нансеновская комиссия. И премия, кстати, которую получил «Мемориал» в свое время, премия имени Нансена именно. Премия за... Это самая почетная премия, которая вот у меня, так сказать, за мою работу. И Вторая мировая война уже привела к образованию ООН и управлению Верховного комиссара ООН по беженцам. И есть конвенция 1951 года, конвенция ООН о статусе беженцев, где государства, которые присоединились к этой конвенции, берут на себя определенные обязательства принимать беженцев, рассматривать их заявления, ну и так далее, оказывать им необходимую помощь. Не очень сильные там требования, но предоставление юридического права находиться на территории страны, конечно, там содержится. Оно одно из обязательных. И запрет, еще очень важно, что там много всего, но вот еще что очень важно, запрет на высылку и выдачу этих людей в страну исхода. Если человеку опасно в своей стране, то он может обратиться за убежищем, должен его получить. И даже если он его не получает, запрет на высылку абсолютен. Если Россия этого не хотела, она не должна была присоединяться к конвенции. Я об этом, кстати, говорю. Ну, давайте выйдем из конвенции. Давайте скажем честно, что мы не хотим институт убежища у себя иметь. Мы не хотим это делать. Мы не хотим никаких мигрантов. Нам хватает своих неприятностей. Ну, выйдите из конвенции, будьте честны. И тогда эти люди, которые оказались на нашей территории, подпадают под мандат УВКБ исключительно. И о них должно заботиться мировое сообщество. Но обычно это в форме переселения в другую безопасную страну.
А теперь несколько неожиданных фактов на неожиданную тему – эволюция зубных щеток. В Древнем Египте их делали из палочек и веточек. В Киевской Руси – из дубовых кисточек. Но полноценное производство зубных щеток началось во второй половине XVIII века, и это довольно драматичная история. Англичанин Уильям Аддис был приговорен к тюремному сроку за подстрекательство к бунту. И вот, сидя в тюрьме, он проделал отверстие в кости, пропустил туда несколько пучков щетины и закрепил их клеем. Так получилась зубная щетка, а выйдя на свободу, Аддис наладил уже промышленное производство этих щеток. Самые продвинутые зубные щетки на сегодняшний день – это электрические, а самая продвинутая электрическая зубная щетка от Philips – вот эта. Свежая модель Sonicare серии 9900. Она суперумная и дополнена интеллектуальной технологией Sense IQ. Эта технология отслеживает уровень давления, движения, охват и другие ключевые показатели во время чистки. Если вы, например, надавливаете слишком сильно, то она адаптирует работу насадки. В минуту ее щетинки совершают до 62 тысяч выметающих движений от десны к краю зуба, а не влево-вправо, как при чистке обычной ручной щеткой. А специальная функция Brush Sync напоминает о необходимости замены насадки через 3 месяца, чтобы чистка оставалась максимально эффективной. Ну и еще пара впечатляющих цифр. Чистящая насадка, это вот это, удаляет до 20 раз больше налета даже в самых труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой. А удлиненные щетинки, это вот эти, берегут наши десна, делая их до 15 раз более здоровыми за 2 недели. Чтобы по максимуму использовать все возможности этого прекрасного девайса, надо скачать мобильное приложение Philips Sonicare. Оно использует искусственный интеллект и дает актуальные рекомендации во время чистки. Щетку удобно заряжать и дома, вот в такой стильной зарядной станции, и в поездках. В комплекте идет вот такой стильный и легкий кожаный чехол с зарядкой через USB. Причем даже без подзарядки эта прекрасная щетка держит заряд до 2 недель при ежедневном использовании. Вообще у Philips большая линейка электрических зубных щеток. Выбрать можно то, что комфортно по бюджету. Технологии везде одинаковы. Отличия в дизайне, аксессуарах и режимах. Важно! Все зубные щетки Philips Sonicare подходят всем. Нет никаких противопоказаний, даже если у вас есть брекеты, коронки или пломбы. Купить вот эту свеженькую модель или любую другую из линейки Philips Sonicare можно по ссылке в описании. Переходим, заказываем. В какой момент в вашей общественной деятельности внутри вас, может быть, не поселился, но хотя бы завелся страх? Страх? Страх. Вы вообще-то в расстрельных списках организации «Русская воля». Да, в расстрельных списках. Вы знаете, страх ведь это такая штука, она очень индивидуальная. И есть люди, которые боятся темноты, а есть люди, которые не умеют бояться ничего. Вот я скорее из тех, кто боится темноты, но не боится. Ну, как-то вот нет во мне тут страха, что меня убьют. Нет, у меня такого страха не было никогда. У меня был, когда вот я попала в эти расстрельные списки, мне предложили телохранителя. Кто предложил? Ну, предложила одна немецкая организация оплачивать телохранителя. И я так себе это представила, что не то, что страх, знаете, вот в это время еще Аню Политковскую убили, еще были другие убийства. И я так думала о том, входя в свой подъезд, у нас довольно темный такой двор по ночам, во двор и в подъезд, я думала, вдруг тут кто-то есть. Но не могу сказать, что я при этом испытывала страх, а только мысль такая возникала. И я подумала, ну, если телохранитель, да, и вот представьте себе, стреляют. Телохранитель, скорее всего, не 70-летний, да, мужчина? И вот он погибает вместо меня. А как мне дальше жить? Я решила, что нет, мне это не нужно. Мне лучше об этом просто не думать, и все. И я не думаю. Это уникальная причина Да нет, это отказа не от уникально. Мне кажется, это совершенно нормально. Нельзя жить со страхом, что что-то случится.
А это правда, что эта «Русская воля» вам прям позвонила по телефону и Нет, сообщила? мне позвонила не «Русская воля». Они поместили список, расстрельный список из 5 человек, потом его добавили еще 3. А кто там? Ну, там была... Я была первым, между прочим, первым номером. Почему? Фамилия на Почему-то. Нет, Нет, потому что следующим был Альбац. Так, Ганушкин и Альбац. Это очень странный был состав. Ганушкин, Альбац, какой-то рэпер, которого я не знаю совершенно. Вот 5 человек-то кто? По-моему, Стамахин Так. и Люда Евтифьева, если я не ошибаюсь. То есть, в общем, довольно Странная странный компания, состав. да. А потом добавили еще 3, один из них Сергей Адамович Ковалев, он был последним. Потому что я говорю, я была в потрясающем списке, где я была номером 1, а Ковалев номер 8. Я думаю, это единственный список, где могла быть такая последовательность. Не знаю, за что меня так уважили, но поскольку я, конечно, на этот сайт не выхожу, и точно так же, как и мои знакомые, я об этом просто понятия не имела. А потом в один прекрасный день раздается звонок. Здравствуйте, здравствуйте. Вы Ганушкина? Молодой голос, довольно приятный. А вы кто? А я хочу узнать, вы действительно ярая антифашистка? Я говорю, послушайте, в стране, победивший фашизм, да, странно не быть антифашисткой. Нет, вы знаете, теперь фашистами... Я говорю, подождите, вы чего хотите? Вы знаете, что вы приговорены к расстрелу? Первый раз слышу. Как? И он мне это объясняет. Я ему говорю, слушай, парень, а ты чего мне звонишь? Мы с ним еще поговорили еще немножко там, о мигрантах, потому что там еще было написано, оказывается, что я помогаю мигрантам. Что правда. И антифашистка тоже чистая правда. Ну а кто у нее антифашист? Нормальный человек может не быть антифашистом. Вот. И после этого я спрашиваю, что он звонит. А для чего? Ты что, хочешь решить, осуществлять это? Нет, потому что там конец был такой. Суд прошел, приговор произнесен, ваше слово, товарищ Маузер. Вот. И я спрашиваю, ты что, ты решаешь, осуществить тебя или нет? Привести приговор в исполнение или нет? Он говорит, типа того. Я говорю, ну что ты решил? Он говорит, знаете, пожалуй, не буду. То есть я ему понравилась. Ну что, ну это же несерьезно все. Ну охренеть просто. Мои товарищи написали в прокуратуру. Прокуратура обратилась в ФСБ. Меня вызывали в ФСБ. Вот это было гораздо смешнее. Я пришла, меня спрашивают, вот это же вопрос. Вы испугались? Я говорю, послушайте, вы не должны мне задавать... Да, еще что интересно. Значит, там стоял стол, он сидел за столом, а стул стоял второй у стенки. И я, естественно, разговаривая с человеком, этот стул подвинула к столу. Он сказал, нет, назад. Что он имел в виду? У меня не было с собой оружия. Вот. А потом, значит, он спрашивает, испугалась ли я? Я говорю, вы неправильно задаете вопрос. Вы обязаны задать вопрос так. Могу ли я рассматривать эту угрозу как возможную реальность? Да. Вот вы что. А что значит, испугалась или нет? Да, я рассматриваю ее как могущую реализоваться, потому что есть у меня знакомые, у меня вот в моем телефоне, по крайней мере, 4 имени людей, телефона, которых уже нет. Могу рассматривать как реальность. Но он, тем не менее, написал, отказано в возбуждении уголовного дела по факту угроз в связи с тем, что никто из внесенных в список не испугался. Вот приблизительно так. Не испытывал страха. Что на самом деле неправильно. Потому что, опять же, я могу сказать, что кто-то темноты боится, кто-то ничего не боится. И дело не в том, что он испытывал, а дело в том, как он относится к этой угрозе. И это в законе сказано. Ну, у них другое отношение. В общем, мы на этом расстались. Но надо сказать, что прокурора, который этим занимался, такую довольно милую даму, она тогда направила тоже те же самые документы в МВД. В МВД меня тоже вызывали. И в МВД тоже был разговор, там уже меня не спрашивали, боюсь я или нет, но в конце написали, что отказано в связи, приостановлено, в связи, это вот так по всем чеченским делам, в связи с невозможностью определить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности. При том, что эта организация существует. Да, и, то, что организация существует, то, что их портреты, лица в прямом, а не в переносном смысле, не в расширенном смысле, а вот лица, именно как лица, там вполне есть, почему-то они этого не заметили. Вы
ездите и ездили и ездите в Чечню и в Ингушетию. Несмотря вот на на днях то, что... еду в Ингушетию, да. Вот вы на днях едете в Ингушетию. Несмотря на то, что ни Стемировой, ни Политковской больше нет в живых. Нет, ну вы меня хотите убедить в том, что это опасно? Я не хочу вас убедить в том, что это опасно. Я хочу понять, где находится та грань, за которой вы можете испугаться и перестать это делать. Ну, я не знаю, мне трудно сказать. Я не знаю. Ну, и ту, и другую женщину вы прекрасно знали. Да, очень хорошо знала. Не Женщину, только их. журналистку, я не знаю, как ты сказала, женщину, Ну, человека. журналистку, да. Вы дружили, Как угодно. вы общались, Да, вы были да, в да, одном да. как бы, Незадолго сообществе. до Аниной смерти она сделала материал по интервью со мной по убийству молодых чеченцев, хасавюртовских чеченцев, которых заманили на границу с Чечней и расстреляли. До этого была о них статья, которую написала Юлия Латынина, и она написала возмутительные слова по этих погибших, расстрелянных, что ясно было, что они идут сражаться в подполье, что-то в этом духе. Я потом приехала туда, опросила 18 родителей. Представляете себе, что такое, да? Большинство из них только что похоронили своих детей. И мы брали у них интервью. За 2 дня мы взяли эти интервью, и после этого я написала в прокуратуру письмо и думала, что я сама напишу какой-то текст, но я поняла, что я ничего не могу писать. Я позвонила Ане, это было лето того самого 2006 года. Позвонила Ане, сказала: Аня, возьмите у меня материал. Она сказала: я завтра приду, возьму у вас интервью. Она взяла интервью, и появилась статья, Аня, замечательная. Ребят вербовали на море. Потому что их вербовали не в отряды ни в какие, а их позвали на море обсудить судьбы народа. Вот так вот это звучало. На самом деле надели им формы, на границу с Чечней их завели, и оттуда, с другой стороны, с речки их расстреляли. Осталось 4 человека живых, За что? которых потом судили. За что расстреляли? Расстреляли просто потому, что это как боевиков. Потом было сказано, что это боевики. Хотя уже это так было сделано еще топорно. Ну, не хочу говорить, плохо сделано, потому что это все чудовищно. Вот вся эта акция была чудовищная. Ну, а разве это единственный случай, когда имитируется убийство боевиков, а касается это людей, которые к этому не имеют отношения? Это множество, мы знаем, похищений, когда человек неизвестно где, неизвестно, его ищут, а потом находят его тело, и у него рядом лежит оружие. Я писала об этом Медведеву, когда я знала человека, которого похитили, и мне звонили и говорили, где он находится. Мне назвали место, где его скрывают. И мы написали в прокуратуру, написали в МВД, нам ответили, что там ничего не найдено. И я написала, что, скорее всего, потом он обнаружится как боевик после какого-нибудь вот имитированного сражения. И это все так и произошло. Ну, в общем... Муж, дети, это вас не останавливало в том, что вы все равно переходите все время эту грань? Да нет, ну вот вы считаете, что я перехожу грань. Я не думаю, что я ее перехожу. И я одна из многих, кто... Не знаю. Я, например, не думаю, что я в большой опасности. В большей опасности, чем многие мои товарищи и коллеги, которые там постоянно находятся. Скажите, пожалуйста, то, что ваши дети живут за границей, развязывает вам каким-то образом руки? Да, конечно, безусловно. Да? Да. Когда вот в деле Зары Муртазалиевой мне один человек... Вот это было время, когда мне угрожали, когда мне звонили по мобильному телефону, говорили, что меня убьют. Это было страшнее, кстати, чем Рашин был, потому что это были разные люди, энтузиасты большие. Я слушала там... Зара Муртазалиева – это девушка, которую обвинили в том, что она террористка смертница. Гениальный человек, совершенно талантливая, замечательная женщина, молодая, которая живет сейчас в Париже, слава богу, написала книжку, которую я очень хочу издать, кстати. Но до этого она была осуждена по статье Да, терроризма, она была сидела в осуждена тюрьме. по статье за как бы подготовку терроризма. Абсолютно пустое дело, абсолютно никаких подкрепляющих, так сказать, этих самых не было. И журналистка Зоя Светова, и вы с вашей помощью, ну, вот Зою я к этому привлекла, да. А Зоя стала ей второй матерью просто. Это я пытаюсь просто пересказать эту историю. Да, история такая, и что когда вы на занимались самом делом деле Муртазалиевой... Кстати, вот я хочу это подчеркнуть, что первый адвокат работал против нее и требовал, чтобы она созналась.
И Адвокат был организатор, чеченка, и организатор всего этого тоже был чеченец. Вот, понимаете, бывают разные русские, разные чеченцы, и вот это вот доверять своему – это большая ошибка, потому что свой должен быть по-настоящему свой, а не только одного и того же этнического происхождения. Мы вернемся. И вот тогда вам угрожали, и вам тогда было мне, не тогда так страшно, мне потому что дети уже уехали. да, и мне тогда сказали, подожди, мы еще доберемся до твоих детей. И вот у меня было такое кишка тонка, руки не дотянутся. А дети уехали почему? Дети уехали совершенно по-разному. Вроде как ничего это не предвещало их отъезд, но сын мой женился на американке, и они собирались жить в Европе. Но так получилось, что им пришлось уехать в Америку, уезжать из Европы, ехать в Америку. Вот они уехали в Америку оба. У него уже 3 детей там. Вот. А дочь, зять очень хотел уехать. И они подали на грин-карту. И дочка моя не хотела уезжать. И согласилась, потому что была уверена, что это лотерея, которую никогда не выиграть. И они подали 2 заявки от нее и от него. И она выиграла. Ну, я вам скажу честно, я до сих пор как-то внутренне с этим не смирилась. Я не могу сказать, да, вот был этот выдох, что руки короткие, это было так, и когда действительно какая-то опасность, мне спокойнее, что они живут там, но вот с тем, что они уехали совсем, и мой дед с маминой стороны, который, собственно, мальчишкой уехал в Америку и вернулся, и мой второй дед, который тоже мог, конечно, уехать, не уехали, а дети уехали. А вы никогда не хотели уехать? Я никогда не хотела уехать. Нет. Никогда не хотела и не хочу. Ваш отец был авиаконструктором и работал на заводе Туполева. Да, в КБ. Заместителем, начальником отдела прочности. А потом очень быстро его не стало. Он погиб в Болгарии, его сбил трамвай. Всего-навсего нелепая смерть. Когда он, наконец, получил, так сказать, возможность работать и творчески в такую вот сферу деятельности огромную. И в это время его не стало. То боль, конечно, навсегда. Вам сколько лет было? Мне было 32 года, а папе 53. Меня принимает за его девушку, его за его молодого человека. Прочнист, это значит, он занимался прочностью самолетов. Да. Вы боялись летать на самолетах, которыми занимался папа? Я всегда чувствовала, что он рядом. Нет. Да? Я не только не боялась, а я всегда понимала, что там ничего не может случиться, потому что он где-то рядом. Петр Борисович Ганушкин, величайший психиатр, именем которого названа больница, улица, все на свете. Ну, не улица, а кусочек набережной. Ну, улица, считайте. Вы с ним разминулись в 9 лет. То есть вы его... я его не знала. Что вам о нем рассказывали? Понимаете, он был легендарной личностью. Он вел, кроме работы в больнице, еще домашний прием. И вот бабушка говорила, что была дама, которая приходила регулярно на его прием, только для того, чтобы посмотреть, как он выходит и вызывает больных, и, оставляя букет цветов, уходила. Вот у него была куча поклонников. Добродушный, маленького роста, очень-очень толстый, очень любивший сладкое и так далее. Бабушка была красавицей, действительно это красавицей. Тоже видно. Да. И это видно даже в этом возрасте. Как ему удалось избежать судьбы большинства людей его сословия? Он всегда с самых первых дней. Он остался работать врачом и всегда работал врачом. Хотя, с другой стороны, он до 33-го года дожил. И если бы, наверное, он дожил до 37-го, 38-го... В 33-м году, незадолго до его смерти, или 32-м, начались уже преследования. Причем активно, конечно, в этом участвовали его ученики. А его преследования начались? Его начались, потому что он написал такую статью, она называется так, «О нажитой инвалидности». И в этой статье он говорил о том, что вот этот партактив, он настолько перетруждается, что это уже психически больные люди. Кстати, был такой психиатр Пинель во Франции, который приблизительно то же самое говорил о революционерах французских. То есть это на самом деле, видимо, такое естественное последствие вот такого истового
стремление к реализации какой-то идеи и отдать себя, не спать, не есть и так далее. И это приводит к психическим сдвигам. Его начали преследовать за то, что он выступает против темпов развития государства. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы он не умер во время операции. Но все разговоры о том, что его убили намеренно во время операции, это ложь. Но осуждали врача, его друга, который был достаточно уже в пожилом возрасте, и он не успел, наркоз был другой, понимаете, и он не успел сделать операцию на одном наркозе, дали второй, и этого не выдержало сердце. Понятно. Неизвестно, в каких муках у него был рак кишечника, в каких муках он умер иначе. Ну, в общем, короче говоря, это сохранило жизнь в семье, безусловно. И на его могиле написано общественнику, борцу и другу и защитнику прав душевнобольного. Вы закончили мехмат. И 30 лет преподавала математику гуманитариям. Совершенно Но всегда верно. была человеком общественно активным. И всегда страдала от того, что мое внутреннее чувство гражданственности не имеет выхода. В какой момент вот у вас это оп и открылось? Не было такого. Ну Не как? было такого момента. Ну, когда вы Момент был в другом. Он был не во мне, не в моей голове. У меня всегда были какие-то истории, кого-то там вот, ну такая маленькая кого-то спасти. история. Не то, что спасти. Вот прямо я мечтала кого-то спасти. Но я видела, что происходит. Вот увольняли человека, потому что он еврей. Потому что вдруг в историко-архивном институте решили, что перебор евреев. И человека, которого уже приняли на работу, его надули, заставили переписать заявление и взяли не на постоянную работу, а на временную. Так. Вот. И потом пытались выпереть все время. А он еще, понимаете, оказался такой нехороший человек. Ему сказали, увольняйся по собственному желанию. Он не уволился. А некуда было увольняться. И тогда они решили доказать его профнепригодность, хотя он был прекрасный физик. Они пришли к нему на лекцию, какую-то маленькую запятую нашли, и собралась кафедра доказывать. Комиссия была, и эта комиссия должна была доложить, что он профнепригоден. Это ведь это волчий билет на все будущее. И когда я узнала, что это будет, я сагитировала всех математиков, которые там были, и ни один не проголосовал «за». И я вот встала на его защиту и открыто говорила о том, что это антисемитизм. И это очень удивляло почему-то всех вокруг, что это можно сказать громко. Это был вот такой разгар антисемитизма, особенно в высшей школе. И мой же однокурсник назывался замдекана по неприему. Он отслеживал. Это была целая система, как это организовывалось. Как делались отдельные аудитории, где принимали вот этих еврейских детей и давали им гробовые задачи. Этот процесс, он, так сказать, разрастался, охватывал большие слои населения, к сожалению. И перед тысячелетием крещения Руси стали распространяться подметные письма о том, что будут погромы. Надо отметить. Хорошо. Вы не знали об этом, нет? Нет. Надо хорошо отметить это дело. Обалдеть. Я собрала эти вот письма и пошла в ЦК партии. Вы в ЦК партии про антисемитизм написали? Да, про антисемитизм и про то, что вот эти вот письма Это есть, как зайцы идут бы тиграм разговоры. написали, что Да, их ну едят. извольте. А потому что тигр не должен иметь возможность сказать, что он первый раз об этом слышит. Пусть он хоть от меня услышит. У меня копия письма есть. В общем, я подала в ЦК, а когда я подала... Но перестройка, заметьте уже, изменились времена. Я дала это письмо, а мне сказали, вообще кто, москвичка, да? Идите в МГК. И я пошла в МГК. МГК – это Московский горком партии. Да. Ага. И вот я туда пришла, и меня принимал человек, инструктор, который сказал, ну что вы, о чем вы говорите? У нас же нет никакого антисемитизма. Вы кому говорите? Мне, с мехмата. Это боль моя, понимаете? Это альма-матер. Почему это ваша боль? Вы не еврейка. Ну, во-первых, я на четверть еврейка. И многие считают, что я еврейка, я всегда соглашаюсь. И представьте себе, в ЦК устраивают обсуждения. И в тот год, вот первый был год крещения Руси, когда изменили комиссию полностью, и нормально ребята поступали. Боже мой, никогда еще евреям не было столько пользы от крещения Руси. А из ЦК партии мое письмо отдали в КГБ. И меня вызвали в КГБ. И это отдельная история, как я там в КГБ им рассказывала про антисемитизм. А они говорили, а что то они не в этого курсе. нет. И да, и сидел там журналист, по-моему, фамилия была Журавский, который писал на антисемитские темы.
И я ей сказала: хорошо, вы говорите, что ничего нет, да? Ничего этого нет. Ну, а ваша версия какая? И этот Журавский говорит, что слухи о погромах распространяют националистически настроенные евреи. Замечательно, говорю. Значит, проблемы нет. Они говорят, нет проблем. Я говорю, тогда я пошла. О чем мне с вами еще разговаривать? Все, я ухожу. Эти ГКВшники сидят разинув рот. И один из них, главный, который меня слушал, говорит: а как вы отсюда уйдете? Я говорю, ну как пришла, так и уйду. Как же вы уйдете? Вам же нужно подписать вот этот самый... Пропуск. Пропуск, да. Я говорю, ну-ка подписывайте. И он спрашивает: а вы нас что, совсем не боитесь? Кошмар. Я говорю, совсем не боюсь. Надоели. Светлана Алексеевна, какое у вас в жизни самое яркое, радостное воспоминание? Вот то, к которому вы возвращаетесь, чтобы напитаться, я не знаю, каким-то светом. Самое радостное. Самое счастливое. Ну, я думаю, что все-таки их, наверное, два. Это оба момента связаны с появлением детей. Все-таки, наверное, эти. Когда я выхожу с ребенком, и муж мой его берет на руки. Вы прожили с мужем больше 50 лет. 55 лет, да. Хотя обычно говорят, что студенческие браки непрочные. Ну, у нас был не студенческий брак, мы уже год как кончили университет. Ну, познакомились вы, вам было 18. Мы познакомились даже до того, как поступили в университет, мы познакомились во время вступительной сессии. Мы в одной аудитории сдавали английский язык. И ничего, и 7 лет ничего совершенно, да. Мой муж переухаживал за кучей девочек разных других. И какие-то романтические отношения у нас возникли только на выпускном балу. Да, видимо, он почувствовал, что вот мы расстаемся, и это может быть надолго. И буквально через несколько дней после этого бала он пришел ко мне в гости. Ну, то есть мы и так до этого встречались, у нас было много общих друзей, мы учились в одной группе. И он пришел, и это был очень интересный способ привлечения к себе внимания. Он принес свои детские фотографии. И когда я увидела этого мальчика двухлетнего, вот этот двухлетний мальчик меня покорил. да вы что? Ну, вот так вот, да. После этого вот появились какие-то уже... Ну, ясно, что это были уже романтические отношения. Ну, и через год мы стали жить вместе. Ну, а потом, когда должна была появиться Анька, было понятно, в то время же нельзя было просто признать отцовство. И ему пришлось усыновлять или удочерять собственного ребенка. Да. Мы пошли в ЗАГС, нам сказали, что забавно, что мы молодые, у нас первый брак, мы должны идти во дворец бракосочетания. Я категорически воспротивилась, и у нас не приняли документы. Да, мы пошли в другой ЗАГС по месту его жительства, по месту его прописки. Вот. И просто уже потребовали, что взяли документы, документы взяли. Мы особенно не праздновали никаких свадеб, у меня не было свадьбы. Мы начали жить вместе, когда мои родители были в отпуске. Ну, вы понимаете, это коммунальные квартиры, это очень трудно начать вот эту вот совместную жизнь. По-моему, довольно глупо сидеть на своей свадьбе в белом платье и знать, что завтра ты будешь жить с этим мужчиной. Для меня это было некоторые личные отношения людей, и не хотелось бы, чтобы кто бы то ни было в это вмешивался. Поэтому было очень удобно начать эту совместную жизнь. И когда родители из санатория позвонили, сказали, что вот, как я поживаю, я сказала, я вышла замуж. Они были, то, что называется, в шоке. Не люблю это слово, но так оно и было. Я их понимаю. Они, конечно, несколько обалдели, да. А потом, когда мы куда-то приходили в какой-то дом к своим знакомым, я говорила о своем муже, которого все прекрасно знали, говорили, познакомьтесь, это мой муж. Таким образом, мы объявили о том, что мы теперь вместе. В чем секрет? Никаких секретов. Никаких секретов совершенно нет. Нужно просто уважать в другом личность и относиться к тому, что делает другой человек, с пониманием. Ну и все, доброжелательное отношение друг к другу. Как
Как он относился к вашей работе? Сначала с удивлением, потом принял это. Принял, да? Да, конечно. А потом помогал мне. Помогал? Конечно, да. Ну, невозможно иначе. Дома должен быть секретарь. Кто-то звонит домой, что-то надо передать. Ему это было интересно, он это делал. И ко многим моим друзьям хорошо относился. Люди, которые у меня, скажем, приезжая из-за границы, жили, они тоже стали его друзьями. Когда меня не было дома, они оставались вдвоем, они слушали музыку, он меломан был. Кто был его любимым композитором? Мне кажется, Брамс. Да. Нет, обычно это выглядело так. Мы включали что-то, он включал какую-то музыку, а я садилась за компьютер и отвечала на бесконечные письма. Паспорта получили люди. 7 лет спустя. Ну, 7 лет – это не вечность. Это... Ну, понятно, но вот 7 лет ожидания. Вот вы скажите, откуда вы? Луганская область, город Лисичанск. Вот уехали во время бомбежки. Да. Я очень рада. Как вы считаете, беженцы или мигранты, должны ли они становиться частью русской культуры или они должны сохранять свою этническую особенность, свою этническую принадлежность? Да, в вашем вопросе мне не нравится слово «должны». Я думаю, что никто ничего не должен. Ну как? Как вам казалось в правильном мире? Да. Мне кажется, что правильная интеграция и совершенно неправильно ставить вопрос об ассимиляции. Но ассимиляция при желании тоже возможна. Если я бы не стала, так сказать, осуждать человека, который, переехав в Норвегию или там в Швецию, говорит: мы викинги. Это очень смешно. Но один мой знакомый дагестанец буквально через 4-5 лет говорил: мы викинги. Моя знакомая водила меня по Австрии, по Вене. И она мне рассказывала так, как будто она в этой Вене, как будто бы там 20 поколений жило в этой Вене. Она рассказывала: здесь у нас было то-то и то-то. О чем это говорит? Это говорит о том, что она совершенно интегрирована, но она не потеряла свою культуру. Она, так сказать, интегрировалась в эту культуру, и она почувствовала с ней родство. Ну и слава богу. Если она забыла свою культуру, значит, она потеряла какую-то краску. Но это тоже ее право. Может, ей не нравится эта краска. Может, у нее неприятные воспоминания о том, как к ней относились в семье. Понимаете, в той семье, в которой она выросла. Я считаю, что и мигранты, и беженцы, если они собираются жить в России, они обязаны выучить русский язык. Ну, это само собой. Я и говорю об интеграции. Поэтому я и говорю «должны» слово. Ну, да. Это обязательство, да. Но это же не значит ассимиляция. Это интеграция. Это интеграция, да. Интеграция, конечно, должна быть. Но есть ли такие возможности? Вот вопрос. А мы учим этому русскому языку. Мы его распространяем, русскую культуру, русский язык. У нас сейчас целый проект по доступу к образованию. Мы добиваемся, чтобы этим детям дали право идти в школу. Хотя дали возможность, вернее, не право. А право-то им как раз дано 43-й статьей Конституции Российской Федерации. Это просто техническое затруднение. Записаться в школу можно только через портал соответствующий. А там нужно ввести адрес регистрации. А если у вас нет регистрации, вам напишут, ну, как обычно, когда вы что-то заполняете, вам пишут: не заполнено поле. У вас нет этой регистрации. И вот сколько мы не твердим, что нужно эту базу, либо менять эту базу, но совершенно ясно, что это сделано намеренно. То есть борьба продолжается. Понимаете, государство и власть сегодняшняя – это разные вещи. Государство – это мы, люди. Это вот пусть они думают, что государство – это они. Какие они были управители, так сказать, правители этого государства, скажет история. Но в любом случае, и на сегодняшний день можно четко сказать, что они не государство. Они власть. И то, что они делают, бывает очень часто совершенно не государственный подход. Я вам назову несколько причин, по которым государству, стране выгодно, чтобы дети изучали язык. Почему? Первое. Во-первых, это начнем с формальной вещи. Это исполнение закона 43-й статьи Конституции, которая мало того, что говорит, что дети имеют право учиться, там есть обязанность. Это один из, даже, я бы сказала, самый сильный пункт, самая сильная статья Конституции, о которой говорится о социальных правах. Ни по жилью, ни по здоровью такого нет. Там четко это сказано. И этому праву
там же противопоставлена обязанность органов образования и родителей, обязанность обеспечить, чтобы дети учились. То есть не всякому праву, как вы понимаете, соответствует чья-то обязанность. Ну, известный анекдот. Имеет ли право еврейская девочка выйти замуж за Ротшильда? Имеет, но надо уговорить жениха. Вот в данном случае жениха уговаривать не надо. Он обязан это делать в соответствии с Конституцией. Вторая причина. Это первая причина. Вторая причина. Вот для тех, так сказать, для наших обывателей, которые... Ну, я, впрочем, тоже обыватель, но для других обывателей, которые говорят, с какой стати мы должны тратить на это деньги. Мы не заинтересованы в том, чтобы дети, которые находятся на нашей территории, шатались без дела по улице. Потому что в таком случае, если их не аккумулирует наша школа и наша культура, то у нас другая есть часть культуры и другая школа, которая готова принять всех без разбора. И нам такая криминализация мигрантской среды совершенно ни к чему. Это 2. 3. Мы хотим, чтобы у нас была великая страна, которая бы оказывала влияние на мир. Так вот, влияние достигается не там, где мы своим кованым сапогом наступили на чужую территорию. Оно достигается распространением нашего языка и культуры. И наша культура, она стоит того, чтобы ее распространять. Нам есть чем гордиться. И каждый ребенок, который оказался в этой среде, которого эта среда приняла доброжелательно, а детская среда принята доброжелательно тогда, когда это хорошо организуют взрослые. Каждый такой ребенок, знающий русский язык, он становится маленьким источником этой культуры, где бы он ни был. На территории России, или он уедет к себе домой. Он это не забудет, потому что детство не забывается. Круто. Ну, скажите, разве это не государственный подход? Это так хорошо было, как будто бы прям уже Нобелевская речь. Вы готовили свою Нобелевскую речь? Нет, потому что 10 раз быть выдвинутой и 1 раз получить – это совершенно разные вещи. Но это слухи или это реальность? То есть вы точно знали, что вас выдвигали? Нет, как слухи. Вы что? Конечно, это серьезное было движение. Много раз, лет 10. А сейчас выдвигают еще или уже нет? Вы знаете, я уже перестала следить. Выдвигал меня, я могу сказать, кто. Меня выдвигала Норвежский Хельсинский комитет и норвежские власти тоже. Так что... Может, еще дадут? Нет, не дадут. И 10 раз быть выдвинутой не получить, уже на 11-й точно. Ну, много кого выдвигали много раз, а потом все-таки дали. Да, ну... А куда бы вы потратили миллион? Я много раз это говорила, в надежде, что, может, кто-нибудь мне просто без всякой Нобелевской премии на это деньги даст. На приют для мигрантов. А на себя что, вообще бы не потратили? На себя? Да у меня все есть. Все есть абсолютно. И много лишнего. Потому что я, в общем, помогаю многим людям. Из своих собственных средств. Это совершенно нормально, по-моему, для любого нормального человека. У меня есть пенсия. И, кстати, мне пенсии хватает на личное содержание. Я почти не пью лекарства. Я их не люблю. Комитет занимался сперва беженцами, потом мигрантами. Всегда занимался. Всегда занимался переселенцами. Переселенцами, трудовыми мигрантами. Потом мигрантами. Теперь уже жертвами насилия, людьми с ЛГБТ, пострадавшими от гонений и так далее. Вы хотите... ЛГБТ тоже беженцы. Катя, в ЛГБТ я они понимаю, тоже но теперь беженцы. отдельно прописано, что вы и этим, и этим, и этим, и этим занимаетесь. Ну, как вам сказать? Это тоже люди, которые их просто гонят по другой причине. Если они вот из Узбекистана приезжают, где закон до сих пор существует гомосексуальности как криминальном действии, так сказать, криминальном преступлении, ну, конечно, это тоже гонимые люди, это такие же беженцы. Только причины беженства могут быть разные. Нет, я к тому, что это расширяется список людей, которых гонят откуда-то, или комитет расширяет свои объятия, Ну, чтобы отчасти мы принять уже... расширяем, да, отчасти расширяем, но это обычно комитет гражданское содействие реагирует на проблему. И кто-то приходит с какой-то идеей, кто-то из сотрудников или не сотрудников с улицы даже, ну или знакомых, так сказать, этих людей, которых мы каким-то образом сотрудничаем, приходит с идеей, и мы стараемся ее реализовать, если она подпадает под наш устав. А устав у нас довольно широкий, потому что у нас сказано то-то, 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 такие-то группы и другие уязвимые группы. А, хитренькие какие. Ну, правильно, это на самом деле мы имеем право заниматься любой законной деятельностью.
Что за история, когда вы выдавали охранные бумаги Да это беженцам, которых потом обвиняли в преступлениях? Нет, это не история. Это одна история. Это забавная история о том, как вообще появились эти охранные грамоты. Значит, вот был Карабахский конфликт, и люди многие бежали. Ну, вот, в частности, тот человек, который ко мне обратился, он бежал из Карабаха во время военных действий, и у них документы пропадали там, потому что люди не всегда хватают с собой документы, не всегда носят их в кармане, когда бегут. Вот. А кроме того, еще в это время в Москве были эти варварские правила прописки, когда непрописанных и не прописанных хотя бы временно останавливали всех физиономически, и если не было регистрации, тогда уже это называлось регистрация, да. А может быть, еще и нет. Нет, наверное, все еще была прописка. И у людей начинались неприятности, их задерживали и так далее, и так далее. И вот ко мне приходит человек и говорит: ну, вы уже учредили организацию свою, значит, 90-й год где-то? Да, учредили. У вас есть печать? Есть. Бланк есть? Да. Ну, выдайте мне справку, что вот я по такой-то причине нахожусь в Москве. Я говорю: ну, послушайте, какой в этом смысл? Наша справка никакой роли не играет. Это же не официальная организация. Ну что, если за моей подписью вы получите справку? Печать есть, говорит он, бланк есть, да, дай справку. Я говорю: ну, хорошо, я вам напишу, но если, неужели это действительно может служить документом? Ну, написала. Проходит какое-то время. Я говорю: ну как? Он говорит: прекрасно. Вынимаю из кармана, показываю сотруднику милиции. Он меня отпускает, никаких проблем. То есть предполагается, что сотрудник милиции все знают, кто такая Ганушкина? Нет. Предполагается, что сотрудник милиции, когда видит справку с печатью на бланке, он был прав, этот парень. Он сразу решает, что лучше не связываться. И еще играл роль, знаете, то, что мы комитет. А, вы комитет, понятно. Да, мы еще и комитет. А что за комитет? Вот мы выдали одному человеку. Помогло. Мы стали давать другим. Мы в этой справке никакой неправды не пишем. Мы говорим, что вот этот человек зарегистрирован у нас в организации и находится здесь по таким-то, таким-то причинам. И делает то-то и то-то. Например, находится в... Ну, тогда это не было так еще. А сейчас мы пишем в процедуре определения статуса беженца. Или подал документы на вид на жительство. То есть мы пишем то реально, что есть на самом деле. В один прекрасный день звонок по телефону. Это мы еще были в литературке, и у нас не было никаких документов. Мы не ввели никаких, ну ничего, в общем, мы ничего не писали. Никакого документооборота, вообще ничего. Вот, ну что, Лида Графова журналист, я математик. Мы к бумажным делам совершенно с разных сторон, с других сторон имеем отношение. Ну вот, звонит сотрудник полиции. Я беру трубку, мне говорят: поговорите. Я беру трубку, да, вот сопредседатель комитета гражданского содействия. Тогда у нас было три сопредседателя. Потом с этой демократией покончили. Я осталась одна. Тогда очень модно было, чтобы были сопредседатели. Он говорит: вы выдали такую-то справку такому-то? Что знает, выдали или нет. Но нужно же изображать из себя серьезных людей. Вы сейчас узнаете, какая я авантюристка. Я говорю: сейчас посмотрю в базе. Никакой базы в помине нет. Ну, должное время проходит. Я говорю: да, выдали. А он меня спрашивает: а почему фотографию не наклеили в документ? Ну, отлично. И мы стали клеить фотографию. Но в один прекрасный день случилась история, когда с такой охранной грамотой человек совершил преступление. Да, совершил преступление. Был, как у нас принято почему-то, расстрелян при задержании, убит. Это меня всегда удивляет. Человека можно обездвижить, ну, много есть способов. Почему нужно стрелять на поражение, а не задержать нормально, для того, чтобы можно было допросить и судить. В общем, короче говоря, у этого человека находится справка такая. Приходят следователи по этому поводу. Мы смотрим, вот у нас к тому времени есть база. У нас нету такого человека в базе. Дальше мне предъявляют эту справку. И я иду, меня вызывают в экспертизу МВД. Они рассмотрели ту бумагу, которую нашли у этого человека, и подтвердили, что это подделка. Подделка была очень дешевая. То есть, может, он до нее много заплатил. Но сделано она было очень плохо. То есть это даже был не ваш документ? Это был не наш документ. Я знаю даже, кто им торговал. На рынке торговали. Во-первых, там я была уже членом Совета по правам человека, а там было написано «Комиссия по правам человека».
которой уже не было 4 года как. Это раз. Во-вторых, там в моей фамилии была ошибка, ну, обычная ошибка, одно N пропускают, да? В-третьих, подпись была не моя, что они тоже подтвердили, взяв у меня там 10 или 20 образцов моей подписи. И печать не наша. То есть это все было не наше, что и подтвердила экспертиза. Ну, это не помешало прокуратуре объявить нам предостережение. Мы обжаловали это предостережение в суде. Судья слушала, потом обратилась к представителю прокуратуры и говорит: что вы к ней привязались? А что, у нас интересный тоже судья. Такой стиль как бы невозвышенный, как принято ожидать в суде. Чего вы к ней привязались, если это не ее справка? Вот можете к нам прийти, посмотреть, как мы выдаем, какие документы. То есть это не документ. Он издан на бланке общественной организации, где написано, что это общественная организация, и имеет все реквизиты общественной организации. Нас же хотели обвинять в подделке государственных документов. Ничего общего с государственным документом это не имеет. Филькина грамота. Считайте так. У нас она называется охранной грамотой. Вы о таких довольно кафкианских вещах рассказываете Ну это ведь, да. очень легко. Но при этом мне кажется, что вся ваша деятельность напоминает или является иллюстрацией к произведению Солженицына «Бодался теленок с дубом». Ну, понимаете, ведь это не совсем так. Вот сегодня буквально я утром открываю свой телефон, и там в нашем общем чате написано, что семья беженцев получила временное убежище. Что сирийская семья получила временное убежище. Это все-таки не пустое бодание с дубом. Это дуб все-таки. И этот желудь нам кинул. Ну, а вот желание написать, там, комитет ушел в депрессию или комитет ушел, я не знаю, куда, ну, в да, выгорание у вас нет? Ну вот я это обычно и отвечаю, ровно то, что вы говорите. Мы не можем вывесить на своем комитете, комитет закрыт, все ушли в депрессию. Да? Такой. И если даже депрессия периодически возникает, ну, собственно, чем лечится депрессия? Хорошая инъекция адреналина. А наше государство на это не скупится никогда. А кто оплачивает деятельность вот всей этой огромной организации? Значит, наш первый и очень важный для нас спонсор, и даже это не спонсор, а партнер, это Управление Верховного комиссара ООН по беженцам. У нас соглашение с ним, с этим партнером, и где-то треть средств, которые мы получаем сейчас, вот уже треть средств мы получаем от них. Ну и вот я уже вам говорила про сеть миграции и права, тоже финансируется приблизительно на такой же процент финансирования мы получаем от Управления Верховного комиссара ООН по беженцам. То есть, если учесть, что Россия тоже, естественно, вносит свой вклад в Организацию Объединенных Наций, можно считать, что мы на свои гуляем. Вот. Однако почему-то это тоже считаются какие-то иностранные деньги, в результате чего мы получаем статус вот этот иностранного агента. Ну, кроме этого, мы довольно часто, когда объявляет Европейская комиссия программу по мигрантам, мы всегда подаем туда заявки, и мы часто получаем финансирование оттуда. Вот сейчас у нас в гражданском содействии тоже есть такой проект с фондом Эверта немецким в партнерстве. Вот мы получаем, значит, вот эти средства на, кстати говоря, на юридическую помощь в разных регионах России. Кроме этого, например, когда началась пандемия, первый, кто откликнулся, это было французское посольство, и первый миллион из почти 20 миллионов, которые мы собрали, да, на непосредственную помощь. Кстати, 2 миллиона – это российские граждане. Я же вам говорю, что пандемия и ковид – это был, так сказать, общий враг, который вызвал такую солидарность у наших граждан по отношению к мигрантам. И нам стали гораздо больше суммы присылать. Мы за год получили больше, чем за несколько предыдущих лет пожертвований. Раньше, конечно, мы использовали и довольно много работали с фондом Сороса. Но теперь вот старика признали нежелательным. Очень обидно мне за него. Потому что вот я должна сказать, что Джордж Сорос – это был человек, который поддержал Россию в момент такого развала, переходного периода от Советского Союза вот к сегодняшней России. Провинциальные библиотеки бы уже давно умерли, если бы не Сорос. Ну вот именно. И в науке он очень много сделал. И
Мне вообще не нравится сама идея получать деньги из денег, и вообще эти финансисты, мне кажется, что что-то не так работает. Ну, не то, что это нечестно, а просто правила установлены, какие-то не так... Ну, это Выглядит подозрительно, да. Мне кажется, что деньги нужно получать из Труда. и продукции, а не деньги из денег. Ну, институт денег так работает, неважно. И во всяком случае он же написал книжицу маленькую о будущем России. И она была полна оптимизма гораздо больше, чем наши прогнозы. Я помню, я получала в 1997 году премию Сороса, которая называлась «За подвижничество». Вот. Она была очень большая, это было $1000 всего. И еще 5 человек получали. Он выступал, Сорос, и он говорил о том, как прекрасно сейчас будет развиваться Россия, как будет все хорошо. И то, что его признали нежелательным, мне кажется, такое выражение. Слушайте, как человек такой хреновой интуиции может заниматься деньгами? А вот в интуиции, видимо, в другой области. Вам в следующем году будет 80. Да. Что такое возраст? Ничего. Nothing. Вау. Ну, не знаю. Я не знаю, что такое возраст. Вы не чувствуете себя более уставшей? Нет, я не чувствую себя более уставшей. Нет. И когда говорят, вот это наша работа в Комитете гражданское содействие и в правозащитном центре «Мемориал», нет ли профессионального выгорания, нет ли усталости. Вот я скажу, что я это пережила в начале, вот когда был этот огромный поток беженцев из Азербайджана, когда я выслушивала эти истории. Прием был только раз в неделю, я каждый раз приходила, отворачивалась к стенке на кушетке лежа и думала, я больше не пойду. Но это прошло, и больше не повторялось, и сейчас не повторяется. И это прошло, это как я к этому адаптировалась. Вот. А вообще, поскольку я в детстве очень болела, и мне было трудно, очень трудно в переходный возраст, как раз у меня был очень тяжелый, когда надо было, ну, понятно, для всех тяжелый, да, а для человека, который до этого не был в детском коллективе, вдруг оказывается среди школьников. А что у вас в детстве было? У меня был ревмокардит. Я 3 года не ходила в школу, с середины 1 класса и до середины 4. Вот. И я вам должна сказать, что это была женская школа, и я должна сказать, что девочки в этом возрасте очень жестокие. Очень жестокие. Поэтому меня никогда, ну, в общем, тяжело. Не было никогда представления о том, что женщины... Нет, я вообще считала, что женщины умнее мужчин, да, это правда. Но что... В общем, короче говоря... Ну, не милосерднее. Нет, не милосерднее, нет. Это не так. Ну, возьмите Екатерину II, например, кто прикрепил окончательно к земле крестьян? Екатерина II, вот, пожалуйста. Женщина во власти, реализуя мужскую модель, вот что ведь важно. Важен не пол как таковой, а какую модель реализует управленец. И если же мир действительно устроен по мужской модели, вот все эти войны, иерархичность, приоритеты и так далее. Конечно, и сейчас есть это такое, так сказать, переход к женской модели, к ценностям семейным, не традиционным каким-то особенным, а именно к ценности человеческой жизни и так далее. Этот переход, по-моему, в мире одна из тенденций. Это не единственная тенденция, но это одна из тенденций. Переход к женской модели, к личным отношениям, к большему уважению, к нивелированию вот этой иерархичности. Это все я, конечно, за. Но женщина, которая оказывается внутри этой мужской модели наверху, ей мало того, что нужно реализовать эту модель, ей еще нужно доказывать, что она не хуже мужчин, которые рядом. И она становится еще жестче. Ну, вы знаете, железных леди, которые оказываются на таком посту. Либо она в зависимости от какого-нибудь мужчины. Вот это совсем не то. Поэтому вот эти призывы, сколько у вас в парламенте женщин? Ну, извините, если бы там было, кроме Старовойтовой, еще 50 Старовойтовых таких... Крутая была Старовойтова. Да, это одно дело. Но если вместо мужчин каких-то появится, ну, я не знаю, кого назвать-то, не хочется никого обижать, ну, не одна слизка
И она сейчас уже не в этом самом, не в парламенте, можно, по-моему, не в парламенте, да? А 200 слез. Ну что от этого, что-нибудь изменится от того, что она женщина? Что-то изменится? А вот, например, я почему-то всегда привожу этот пример. Александр Аузан, да, он вполне способен проводить женскую модель. Милосердие или справедливость? Конечно, милосердие. Я вообще против справедливости. Я считаю, что справедливость – это одно из величайших заблуждений человечества. Потому что такое справедливость, непонятно. Если вам наступили на ногу, справедливо на ногу наступить тому человеку, который наступил. Может, справедливо, но плохо. Нужно стремиться к добру, а не к справедливости. Справедливость, каждый понимает по-своему, это очень опасное понятие. Свобода или стабильность? Без свободы настоящей стабильности быть не может. И обычно задается вопрос, свобода или безопасность. Вот настоящей безопасности и настоящей стабильности не может быть без свободы. Несвободный человек не склонен эту стабильность поддерживать. Эта стабильность начинает раздражать, и в конце концов она разрушается. А я спрашиваю, правда или безопасность? А Правда. это важно, потому что нам очень часто говорят, вам не нужно ничего знать Нет. ради вашей же собственной безопасности. Правда или безопасность? Нет, конечно, правда. Но если ты хочешь себя чувствовать личностью, если ты хочешь понимать, что происходит вокруг, ты должен знать правду. А должен ли ты говорить правду? Не всегда. Не во всех условиях. Работа или семья? И семья, и работа. Невозможно делить. И семья, и работа. И потом, что такое работа? Есть жизнь. Ведь в гражданском содействии я волонтер. Понимаете? Можно ли это назвать работой? Это жизнь, это образ жизни. Слушайте, Это не совсем... в общем, короче говоря, я никогда не занималась работой, которая бы мне не была интересна и увлекательна. И никогда не разделяла. Если я там к Пастернаку на дачу везла своих студентов, да, это как к математике, как вы понимаете, мало имело отношения. Да? Или устраивала им встречу с Евгением Борисовичем Пастернаком, а он у нас прочел лекций 5, наверное. конечно, по математике, да. Конечно, не по математике. Он вообще думал, что он историком читает. Хотя на самом деле собирал здесь все мои друзья мехматские. А из историков, историк-архивного института, ходил только один Степанский. Вот я до сих пор помню на его встрече. Но это я делала как куратор группы для своих студентов, вместе со своими студентами. То приходили мои дети. И когда мы на дачу ездили мои дети и их друзья. Это всегда шло вместе. Слушайте, за 80 лет вы, наверное, смогли понять, в чем смысл жизни? Смысл жизни в жизни. Это тривиально, но это так. Смысл жизни в самой жизни. Больше ничего. И все, и вся вселенная в это укладывается. Спасибо.